Как часто мы оказываемся в ловушке собственных мыслей, прокручивая в голове одни и те же планы, мечты и сомнения, но так и не решаясь сделать первый шаг. Мы надеемся на идеальный момент, ждем уверенности, боимся ошибки, и в итоге остаемся на месте, хотя могли бы уже далеко продвинуться. Или же наоборот, бросаемся в действие, не продумав путь, торопимся, совершаем хаотичные поступки, растрачиваем силы впустую. Кажется, что мы двигаемся, но, оглянувшись назад, понимаем, мы все еще там же, где и были. Где же тот баланс, который позволит нам не кружиться на месте, а двигаться вперед? Притча «Два весла». Лодочник перевозил путешественника на другой берег. Путник заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было написано «Думай», а на втором «Делай». «Интересные у тебя весла», — сказал путешественник. «А зачем эти надписи?» «Смотри», — улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом с надписью «Думай». Лодка начала кружиться на одном месте. Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы, но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка. Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью «Делай». Лодка начала кружиться, но уже в другую сторону. Бывало, я кидался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов, без чертежей. Много сил и времени тратил, но в итоге тоже кружился на месте. «Вот и сделал надписи на веслах», — продолжал лодочник, «чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла». А потом показал на красивый дом, который возвышался на берегу реки. Этот дом я построил после того, как сделал на веслах надписи. Притча «Два весла» учит нас важному балансу между мыслью и действием. Только размышляя, но не предпринимая шагов, мы остаемся на месте. Только действуя без раздумий, мы тратим силы впустую. Лишь когда мышление и поступки идут рука об руку, человек движется вперед и достигает цели.